Ребят, всем привет! Вы на канале Мискузи Боу. С вами Мискузи подкаст. Меня зовут Мульдер. Я Аселина. И сегодня мы читаем страшилки от вас. Let's go. Да. Те, кто еще не написали нам страшилки, пожалуйста, сделайте это у нас в комментариях. Нам всегда будет что почитать, с чего ужаснуться, и эти выпуски будут жить дальше. А тем, кто написал, большое вам спасибо. Пожалуйста, еще поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, если вы до сих пор не подписаны. Это очень важно для нас и помогает продвигать эти видео вперед. Поэтому это всего лишь 5 секунд вашего времени. Мы ждем. Yes. 2, 3, 4, 5. Спасибо. У нас сегодня тематические страшилки, то есть мы не будем шарохаться туда-сюда, а уйдем в одну тематику в одном месте. И сегодня мы начнем говорить страшилки в больницах. Если вы когда-нибудь лежали в больнице или когда-нибудь рождались в больнице, то наверняка вы знаете, что такое больница. Поэтому сегодня мы выберем эту тему. Лайк, если вы родились в больнице. А не в самолете. У вас есть бесплатные полеты каждый божий день. Погнали. Погнали. Сульфа. Что значит? Я начинаю. Эта история случилась, когда мне было 10 лет. Я заболела пневмонией и оказалась в больнице. Палата была отдельная, и я лежала в ней одна. Ночью, когда я уже погружалась в сон, меня разбудил детский плач. Это напомнило мне, что под вечер в нашем отделении положили маленького мальчика, но он лежал не в моей палате. Время было около 3-4 часов ночи, я подумала, что, возможно, он плачет, потому что хочет к маме, или его что-то беспокоит. Решив выяснить, что происходит, я встала с постели и решила посмотреть, почему он так громко плачет. Тихо выйдя из палаты, я подошла к его комнате и открыла дверь. Но когда я зашла в палату, никого не было. Постель была заправлена, все выглядело, как будто там никто и не лежал. Это меня ошарашило. Я ясно слышала, как кто-то плачет за стеной, а в комнате, где только что был мальчик, была пустота. Мурашки побежали по коже, и меня охватил ужас. Меня всю трясло от страха. Я быстро позвонила папе, который в это время собирался на работу и не спал. Я рассказала ему, что случилось, и он постарался меня успокоить. «Пойди к медсестре, спроси, что это было», — сказал он. Только вот в коридоре было темно, и не было никого. Я осторожно вернулась в свою палату, заперла дверь и включила телевизор, пытаясь смотреть мультики, чтобы хоть немного успокоиться. Но сердце продолжало биться быстро, а в голове не покидало ощущение, что я что-то не поняла, что-то важное осталось без объяснений. Классно, что у нее был телевизор. Это была платная палата, наверное. Да, это очень здорово, потому что, я, насколько знаю, это очень редко бывает, чтобы прям в палате был телевизор, и обычно он где-то в общей комнате. И я представила, прикинь, если она слышит плач, и где-то еще телевизор включается. Все, до свидания. Меня бы там не было бы, из окна вылезаю. Это жутко. Жутко. Когда это случилось, я только начала работать участковым терапевтом и уже сталкивалась с разными случаями, но этот вызов оказался совсем не таким, как все остальные. Мне позвонил молодой человек, который жаловался на слабость и головокружение, говоря, что чувствует себя ужасно и думает, что умирает. Его голос был странным, сбивчивым, и я поняла, что что-то не так. Когда я пришла к нему, он встретил меня на пороге, бледный, с темными кругами под глазами. Он был доброжелателен, но заметно нервничал. Я попыталась успокоить его, уверить, что, вероятно, это просто переутомление и что все будет в порядке. После нескольких минут общения я решила осмотреть его, но перед тем, как начать, пошла помыть руки. В раковине я заметила странное пятно, которое выглядело как затертая кровь. Я попыталась скрыть свое беспокойство, но все же не могла у него не спросить: «У вас бывают кровотечения из носа?» Он покачал головой.
Нет, из носа нет, но кровь у меня всегда заканчивается. Я не могла понять, что он имеет в виду. Он продолжал говорить, и его слова становились все более странными. Я думаю, что у меня какая-то редкая болезнь. Кажется, у меня перестала вырабатываться кровь. Потрогайте руки, они очень холодные. Думаю, у меня точно мало крови, понимаете? Мне приходится ее пить. Или я умру. Что вы имеете в виду? Я каждый день ловлю голубей, прикармливаю их, а потом пью их кровь. Я должен это делать, иначе мне становится все хуже. Я же умру, если она закончится. О, беги, сестра. Я почувствовала, как меня охватывает холодный страх. Он выглядел искренне обеспокоенным, но в его глазах было что-то пугающее. Я пыталась сохранять спокойствие, но ощущала, как мои руки начинают дрожать. Он явно был не в себе, и его состояние вызывало у меня панику. Я попыталась найти повод, чтобы уйти. «Я должна пойти», — сказала я, вставая. «Это действительно очень редкое заболевание. Мне нужно посоветоваться с профильными специалистами. Я приду в другой раз и вам все расскажу». Но стоило мне подойти к двери, как я поняла, что она закрыта. Я точно помнила, что оставила дверь открытой. Более опытные коллеги говорили мне, как важно проверять, что дверь не заперта. Сердце забилось в груди, а дыхание стало тяжелым. «Почему ты уходишь? Ты должна вылечить меня», — сказал он. Его голос стал тревожным и почти шепчущим. «Мне все хуже. Птичья кровь не помогает. Ты не оставишь меня, правда?» «Сестра...» Я толкнула дверь, но дверь не поддавалась. Паника начала охватывать меня, и я ощутила, как будто внутри что-то разрывается. Он продолжал приближаться, и в его взгляде читалось нечто страшное. Я всем весом навалилась на дверь. В последний момент она открылась, и я выбежала наружу. Бежала, спотыкалась на ступеньках как можно дальше, вниз по подъезду, надеясь только на то, что он не станет меня преследовать. Но в голове все звучали его слова. «Мне не хватает крови». «Это что?» Триллер. Ну слушай, мне кажется, вообще те люди, которые приезжают в разные дома, ну вот на скорой помощи, прикинь, сколько всего они видят. Домов, людей, а много людей, которые очень странно себя ведут. Угу. Блин, как хорошо, что, ну, Все обернулось нормально, он... да, что девушка выбежала, и это писец, это мой самый главный страх. Ну, знаешь, ты когда читала, у меня прям кровь загустела, и я вспомнила вот это состояние, когда ты не можешь сдвинуться с места. У меня такое бывает Да. при адреналине. То есть вначале ты хочешь бежать, но тебя сковывает движение, Да. то есть вот этот прилив адреналина. Или когда ты во сне убегаешь и на месте бежишь. Вот я прям представила себя в такой ситуации, 100% у меня бы все там закисло. Конечно. О, ужас. Фу, у меня мурашки. Ужасно. И причем вполне реально, да? Ну, то есть изи поверить в такого человека. Много людей с представлениями разными о том, что они могут быть вампирами, к примеру. Душевно больными людьми или маньяками. Всякое может быть. О, ужас. Ну, надеюсь, потом все в рамках закона они как-то урегулировали, его отправили на лечение. Это случилось со мной и моей младшей сестрой, когда я была студенткой. Моя сестра сильно заболела, и ей нужно было ложиться в больницу. Поскольку она была маленькой, ей требовался сопровождающий. Родители были на работе, а у меня как раз были каникулы, так что я решила поехать с ней. Больница, в которой мы оказались, была старым одноэтажным зданием, окруженным маленьким лесом и зарослями. Внутри был длинный коридор, по бокам которого располагались палаты. Нас с сестрой по какой-то причине положили в самую дальнюю палату. Чтобы вы понимали, наша палата имела выход на улицу. Дверь закрывалась изнутри на крючок. Окей. Уже плохо.
палате было 2 кровати, а между ними стоял холодильник. Напротив холодильника был стол. Далее шла ванна с туалетом, а дальше дверь с выходом на улицу. Очень странным было то, что напротив унитаза было окошко. Тогда я не осознавала, насколько это необычно, но сейчас, оглядываясь назад, понимаю, как это было странно. Родители как-то договорились и привезли нам телевизор с DVD-плеером и дисками с мультиками. Мы с сестрой лежали, смотрели, нам приносили вкусняшки, в общем, все было спокойно. Но вот в один вечер, когда мы с сестрой смотрели мультики, я уснула. Проснулась я от того, что медсестры кричат в коридоре, и что-то происходит, какой-то шум. Я не обратила на это внимания и снова заснула. Через какое-то время меня разбудило желание пойти в туалет. Это было около часа ночи. Я пошла, села на унитаз, и, как я уже говорила, напротив было окно. Я случайно взглянула туда и увидела глаза. Они смотрели на меня из темноты. Я быстро встала, закончила и вернулась в кровать. Но сон был сильнее, и я снова уснула. Я проснулась снова, но на этот раз от ощущения, что рядом кто-то стоит. Я открыла глаза и увидела человека, стоящего рядом с моей кроватью. Он был со спущенными штанами. Почему-то я решила, что это кто-то шарит у нас в холодильнике, и начала его ругать. She's a queen. У нее такой крепкий сон, что она не понимает, что происходит. Что вы делаете? Уходите! Но в ответ он сказал мне: закрой рот, ложись обратно. Я попыталась вытолкнуть его в коридор, он вроде бы начал уходить, но вдруг развернулся и начал меня душить. Я помню, как его руки были твердыми, и они воняли сигаретами. Он был примерно моего роста, не слишком высоким. Я схватила его за шею, началась драка. She's really a queen. Girl. Да. Сестра проснулась и начала звать на помощь. Он швырнул меня головой о стену, и я на какое-то время потеряла сознание, но сразу же пришла в себя. Я ее люблю. Да, я уснула и сказала: не трогай мой холодильник. Да? Обожаю. Он уже хотел пойти к сестре, но я начала кричать, и он вернулся ко мне. Он попытался схватить меня за шею, я отбивалась ногами и кричала: «Помогите!». Он встал и побежал к двери, которая вела на улицу, открыл ее и убежал в сторону зарослей леса. К этому времени прибежала медсестра. Мы позже поняли, что она бежала с другого конца коридора. Вот почему она так долго не приходила. Конечно, мы сразу же позвонили родителям. Они прилетели в больницу в пижамах, вызвали полицию. Полиция искала его, но не нашла. Я думала, что это сонный паралич. Да. Ну, то есть... Какой ужас. После этого родители забрали нас домой. Сестру лечили уже на дому, а я пережила страшный стресс. Я не могла спать одна, какое-то время спала с родителями. Я боялась окна в своей комнате, всегда закрывала его шторой и начала ходить к психологу. Все это происходило в темноте, поэтому я не знала, как он выглядел, и не могла его описать или опознать. К сожалению, его так и не нашли. Прошло много лет, и мы с сестрой уже не вспоминаем эту страшную ситуацию. Какой ужас. Почему дверь в палате на улицу? С крючком. Да. Почему это не резервная комната какая-то для персонала, а Да. палата, где положили маленьких 2 девочек? Детей. Ужас. Еще вот эти, представляешь, вот эти огромные коридоры. Там же реально, пока с одного крыла добежишь до другого. Угу. Но девочкам нужно просто поставить памятник, что они просто Сориентировались, дрались. да, сразу же. Да. Это вот как мы до этого обсуждали, оцепенение полное, просто ты в шоке. Ага, а тут они, мне кажется, насколько ребенок жил в чувстве безопасности, что даже не мог подумать, что человек может быть, что это просто какой-то маньяк, скорее всего, это сбежавший арестант, наверное, и который хотел наглумиться над ней, и, в общем, ужас. Ужас. И такая: отстань от моего холодильника. Да. Капец, ужас. Фу, я бы, не знаю, хорошо, что она хоть к психологу это. Да. Еще
туалет, и там просто окно, и там просто глаза. Да. Что? Это я как-то рассказывала, помнишь, я в больнице очень долгое время лежала, и там тоже был такой случай. У меня подруга резала волосы ночью, у окна сидела, и просто увидела, как дядька на нее смотрит. А это на первом этаже детское крыло, но оно там все охраняется и так далее, но это какой-то чел, который лежит в больнице также, только во взрослом отделении. И он просто там стоял и смотрел, как она волосы свои расчесывает, режет при лунном свете. И потом она закричала, и все поднялись, и, начали его пацаны там с окон ему кричать, типа, сейчас мы выйдем, и это. И он убежал, и все. И мы мужики такие криповые. Плюс. Это было супер страшно. А тут ты просто раз на раз выходишь с ним еще. Ой, фу. Отвратительно. С самого детства я страдала от хронических заболеваний, и поэтому мои каникулы превращались в бесконечные дни, проведенные в больницах. Зимние и летние каникулы не были для меня временем отдыха, а оставались лишь очередной страшной рутиной в стенах медицинского учреждения. Однажды летом мне пришлось оказаться в этой знакомой холодной и бездушной больничной атмосфере. Мне было лет 15 или 14. В этот день, как обычно, медсестры и воспитательницы позвали нас на обед. Наша палата и игровая комната находились на втором этаже, а столовая этажом ниже. Мы все спустились вниз. Я быстро перекусила и решила вернуться наверх. Когда я поднялась, в коридоре не было ни души. Я была одна. Полная тишина, не нарушаемая даже звуками шагов. Я направилась в игровую комнату, надеясь найти там хоть какое-то развлечение, чтобы отвлечься от удушающего одиночества и скуки. Хочется обнять. Но как только я вошла, мой взгляд упал на диван, и я замерла. Там на углу сидел младенец. Он громко плакал. В моей голове сразу возникло 1000 вопросов. Откуда здесь ребенок? Почему он один? Я подошла ближе, и с каждым шагом сердце билось все быстрее. Но как только я протянула руку, малыш исчез. Просто растворился в воздухе, как будто его и никогда и не было. Не успела я осознать произошедшее, как меня снова отвлек телевизор, стоящий в углу комнаты. Я подошла к нему, взяла пульт и нажала кнопку. Но экран не реагировал. Я проверила кабели, все оказалось на месте. Уже собиралась оставить эту затею, как вдруг телевизор ожил. Сначала появился обычный шум серого экрана, но потом картинка проявилась. Проявилась трасса, и на ней двигалась машина. Я не сразу поняла, что происходит. Мысли в голове путались. Может, это просто случайность? Но трасса... Она была мне знакома, слишком знакома. Машина, что двигалась по ней, была точь-в-точь такой, как у моих родителей. Я подошла ближе, не в силах оторвать взгляд. Машина продолжала двигаться, и вдруг она перевернулась. Врезалась в обочину и перевернулась. Я отшагнула и, охваченная паникой, выбежала из комнаты. В этот день мои родители должны были приехать в больницу. Они ехали из Жанаозена, а я находилась в Ахтау. Я помню, как я вбежала в палату, в отчаянии пыталась найти хоть какой-то смысл в случившемся. Но тут началась новая неприятность. Телефон исчез. Девочки из палаты хихикали, когда я металась по комнате, пытаясь найти его. Когда наконец нашла, не могла разблокировать. Подруги, очевидно, решили пошутить, поменяв пароль. Руки дрожали, а внутри все сжалось от страха, когда я поняла, что не могу позвонить маме. Я расплакалась, но девочки, испугавшись моего состояния, быстро разблокировали телефон. Я сразу же набрала номер. В первый раз мама не ответила. Чёртова дрожь по спине. Я набрала снова и, наконец, услышала ее голос. «Доча, мы только приехали в Актау». В этот момент мне стало плохо. Вся кровь отхлынула от лица.
Я поняла, что я видела, было не случайностью. Все эти события — диван с плачущим младенцем, машина на экране, исчезновение телефона — как будто что-то хотело предупредить меня, но я не понимала, что. И до сих пор я не могу объяснить, что же это было. Но чувство, которое я испытала в тот день, до сих пор не покидает меня, как тень, которую невозможно развеять. Что Офигеть. сегодня за истории? Да. Ну, вообще, истории, связанные с больницей, опять-таки еще с детским отделением, это какой-то ужас. И я еще почему-то подумала, что помнишь, когда здесь героиня включила телевизор, и там вот эта вот дорога и машина, и я не знаю, ты видела, у нас в школе гуляло видео, где ты вот так смотришь сначала на Скример. машину. Да. И я такая, вау, а прикинь, там еще младенец появится в экране. Ну, младенец, интересно, какой это был посыл? То есть родители доехали благополучно? Да. И... А что за младенец был? Да. Может быть, ну, я не знаю, ну, в общем, Да. ну, очень жесть. У нас в больнице, да, у нас в больнице лежал ребеночек маленький, без мамы. И маме там нельзя было, это инфекционная больница была. И все с ним носились. А ей там лялечки, ну, годик, наверное. Она не говорить, не ползать даже не могла. И это было так жалко смотреть, как ребеночек один. Конечно, это мучение никому никогда... В общем, да, вообще нет. Мы были на 3-м курсе, и морг стал для нас почти таким же местом, как и любая другая учебная аудитория. Капец. Обожаю медиков. Это было всего лишь очередное занятие, ничем не отличающееся от других. В конце концов, мы будущие врачи, а трупы — это не нечто страшное, а часть работы. Я помню, как мы с моим напарником вошли в помещение. Ткань на трупах, запах формалина и звуки скрипящих тележек. Все как обычно. Медбрат показал нам новые тела, объяснил, как правильно осматривать, какие болезни могут быть связаны с морщинами на коже или петехиями, изменениями на коже. Мы шутили между собой, как всегда. Посмотрим на этих бедных ребят, которые не пережили сессию. Впрочем, было заметно, что нас не так уж и волнуют эти мертвые тела. Нам даже немного нравится видеть, как все устроено на самом деле, а не по книжкам. Но среди всех трупов одно тело привлекло мое внимание. Мужчина лет 40 со стриженными волосами лежал на спине. Ничего особенного, если бы не странный взгляд. Я увидела, как его глаза чуть-чуть приоткрылись. Немного, но достаточно, чтобы это заметить. Я посмотрела на напарника. «Ну что, этот парень решил немного позабавить нас?» — сказала я, и мы обе рассмеялись. Обожаю медиков 2. Что? Я решила, что это просто реакция мышц. Мы ведь все знаем, что после смерти тело может двигаться. Мышцы сокращаются, и это может привести к тому, что глаза немного приоткроются. Чистая физиология. Я сделала несколько заметок и вернулась к тому, что мы делали. Занятие шло своим чередом, шутки продолжались, и с каждой минутой мы становились все более расслабленными. Когда преподаватель объявил, что пара закончена, мы направились к выходу. Я взяла свою сумку и собрала все свои вещи, но вдруг остановилась. «Блин, я забыла зарядку в морге», — сказала я Антону. «Сейчас, подожди». Я вернулась в морг и пошла к столу, где лежал тот мужчина. Как только я подошла, то заметила, что тело лежало не так, как раньше. Его руки теперь были сложены на груди, а голова повернута чуть вбок, как будто он только что принял это положение. Я немного опешила, ведь я точно помнила, что перед этим он лежал совершенно иначе. Это уже выходило за рамки нормального. Я быстро подошла к своему столу, забрала зарядку и уже почти направилась к двери, как вдруг услышала тихий голос, который словно раздался прямо из угла морга. «Тебе не показалось?» Йоу! Я замерла, мое сердце бешено забилось. Я обернулась и увидела, что тело мужчины теперь смотрит прямо на меня. Это был не шепот, не галлюцинация, я точно слышала их.
Я не помнила, как выбежала, все, что я знала, это то, что я не могла больше задерживаться там. И хоть я не верю в мистику, я точно поняла одно. В этот момент что-то во мне сломалось. Это конец. Это конец. Люди, которые работают в морге, пожалуйста, если вы смотрите это видео, если вам можно и вы хотите, приходите к нам, расскажите, каково это. Это же вообще другое. Я просто я не представляю себе, какие там должны быть нервы просто. Ну, я знаю, что этому учатся и Привыкают. Да, привыкают. Просто слушать это, у меня кровь стынет. Не по себе становится как-то. Может быть. Я просто, знаешь, всегда все. Это же обычная байка, что мертвец заговорил там или еще что-то. Для меня всегда объяснение было, может быть, это был летаргический сон, как у Гоголя, он еще существует, нет? И то есть его приняли как за мертвого, но он очнулся. Возможно. И такой, hello, motherfucker. Да. Ну или, может быть, это было просто какое-то уязвленное состояние у героини, и то есть там, может, стресс, вот это все экзамены, которые сдают медики, они очень много учатся, и просто ты в какой-то момент впадаешь в какое-то, знаешь, такое тревожное состояние, когда тебе может что-то померещиться. Но это писец страшно. Я просто не могу. Вы герои, врачи, и ваш юмор вот такой вот. В детстве я часто болела, и больница для меня стала практически вторым домом. Мне было 10 лет, и я уже привыкла проводить там много времени. Однажды, в очередной раз оказавшись в больнице, я познакомилась с детьми, девочкой и мальчиком. Они были братом и сестрой. Их история была трагичной. У них убили отца, а мать лишили родительских прав по какой-то причине. После лечения их должны были отправить в детский дом. Так мне потом рассказали врачи. Я подружилась с девочкой. Она была невероятно милая и доброжелательная, но вот ее младший брат, он всегда был замкнут, словно скрывал что-то ото всех. Его сестра рассказывала, что он часто видел их отца, который будто бы приходил к ним, хотя он был мертв. Это рассказало мне еще больше о том, что с этим мальчиком происходит что-то странное. Однажды вечером мы сидели в моей палате, ели сладости, которые принесла моя мама. Было спокойно, но вдруг я, не подумав, сделала замечание мальчику. «Ты чего так ешь неаккуратно? Иди сюда, я вытру твое лицо салфеткой». В этот момент его лицо вдруг изменилось. Оно стало холодным и мертвым, как будто в нем что-то проснулось. Я не успела понять, что происходит, как он резко встал и с ужасом в глазах закричал: «Я хочу, чтобы ты сдохла!» Ему было всего 5 лет. Это была не просто злоба. Это была такая ненависть, такой мрак в его голосе, что я почувствовала, как мороз пробежал по коже. Он стоял как статуя, а я не могла отвести взгляд от его глаз. С тех пор эти слова «Я хочу, чтобы ты сдохла» постоянно звучат в моей голове, как страшный шепот, не дающий покоя. Но мне кажется, дети злые и склонны говорить что-то очень неприятное. Иногда есть, мне кажется, какие-то реакции людей, которые впоследствии тебя полностью как бы оставляют отпечаток на твоей жизни. Да, особенно в детстве. Да, и когда ты ребенок маленький, ты остаешься под впечатлением, и это действительно страшно. В больнице были и дети, и взрослые, все лежали вместе. Палаты были разделены, одни для детей с мамами, другие для остальных. Я оказалась в палате одна. Она была очень большой, и самое неприятное, что с одной стороны комнаты было окно, а с другой стекла, так что мы все, как на витрине, были видны друг другу.
Через 3 дня меня перевели в палату к девушке с ребенком, но это было не лучше. Однажды после очередного укола я хромала по длинному коридору и услышала разговор медсестер. Они спорили, что нужно было перевести меня раньше, а эту палату сделать временной, но не оставлять в ней людей. И тут одна из медсестер сказала: «Он бы к ней пришел, напугал ее, еще бы забрал». Я не совсем поняла, о чем речь, но это прозвучало странно. Позже я вспомнила, что забыла в той палате свой пенал с карандашом. Уже было темно, и я решила сходить за ним. Я подошла к палате, она была открыта, и я тихо зашла внутрь, чтобы забрать свой пенал. Как только я открыла тумбу, я услышала шаги и резко столкнулась с медсестрой в маленьком коридорчике. Она неожиданно оказалась прямо передо мной и сильно меня напугала. Она хотела что-то сказать, но в этот момент резко оглянулась через мое плечо и, не отрывая глаз от комнаты, выпихнула меня обратно в коридор. Она прошипела: «Иди в свою палату, не оборачивайся!» Я почти не смогла двигаться, но краем глаза увидела, как она вошла в палату и включила свет. Я вернулась в свою палату и легким беспокойством заснула. На утро та же медсестра принесла мне завтрак и, увидев меня, сказала, чтобы я после еды пришла на пост медсестер. Я послушалась и пошла. Там она чуть ли не отругала меня, сказала, что мне не нужно выходить из палаты, мол, туалет и ванная у вас есть, что вам еще нужно. Я не поняла, что так ее разозлило, но слушалась. Через несколько дней после выписки от друга, который тоже лежал в этом отделении, я узнала, что эта медсестра была его тетей. Он рассказал, как она однажды поведала ему историю о девочке, которая зачем-то пошла в ту самую палату-витрину и чуть не попалась в лапы старика. Медсестра рассказала, что она столкнулась с ней в коридоре и, увидев старика за спиной девочки, выпихнула ее обратно в палату. Оказалось, что старик был бывшим пациентом этого отделения с никому неизвестной болезнью, и его долго не могли вылечить. Он умер в той самой палате. Те, кто работал там и лечился, говорили, что почти каждый день видели его. Чаще всего он лежал в темноте на своей кровати, но никто не видел, чтобы он ходил за кем-то. Все боялись, что молодая врач не верила в эти истории и продолжала класть в эту палату пациентов. Ну, знаешь, это мы как вот эти самые врачи, которые распределяют. Да не, этого нету. Нормально лежите там. Да. О, ужас. Возможно, она, когда девочку провожала, ну, точнее, как сказала ей идти, может, она видела его краем глаза. Да, мне кажется, поэтому она и отпугнула ее, сказала: выходи отсюда, потому что увидела. Но повезло девочке, что медсестра не из пугливых. Потому что я бы такая просто... Я бы, наверное, эту девочку в подмышку бежала бы быстро-быстро. Угу. Как они реально могли положить ребенка одного в эту палату? Это ужасно. Еще не говорили ведь то, что он, наверное, давай я процитирую снова. Угу. Он бы к ней пришел, напугал ее, еще бы забрал. Много вопросов, мало ответов. Да. Ужас. Мне было 16 лет, когда мне пришлось поехать к маме на работу ночью. Она работала сутками, и я была вынуждена пройти через эту темную больницу, чтобы увидеть ее. В ту ночь, как обычно, в здании было странно тихо и мрачно. Я вошла в холл и сразу почувствовала, что что-то не так. Все лежали в своих палатах, только медсестры были на ногах. Я направилась по коридору и вдруг услышала детский плач. Ведь это была детская больница, и я не придала этому особого внимания, считая, что это, наверное, кто-то просто не может уснуть. Но когда я приблизилась к тому месту, откуда доносился плач, сердце ёкнуло. Я увидела мальчика. Ему было около 6-7 лет. Он стоял в темном углу и держал на руках маленького ребенка, который продолжал плакать. Мальчик смотрел на меня. Его взгляд был пустым и странным, словно он вообще не должен был быть здесь.
Когда я подошла ближе, я заметила, что ребенок был совсем маленький. Его кожа была бледной, и когда я взглянула внимательнее, то увидела на нем кровь. Он выглядел так, как будто только родился. Я стояла, замерев на несколько секунд. Все внутри меня сжалось. Почему этот ребенок был в таком состоянии? Почему этот мальчик был тут один? Паника начала захлестывать меня. Но я почему-то решила, что должна что-то сделать. Я подняла ребенка на руки и инстинктивно пошла искать раковину. Мне пришла в голову мысль, что нужно искупать его, но как только я его окунула в воду, мальчик исчез. Он просто растворился в темноте, словно его никогда и не было. Я стояла в полном замешательстве, не в силах понять, что произошло. Внезапно я проснулась. Все это было настолько реальным, что я не могла избавиться от чувства ужаса. В тот момент, когда я пыталась прийти в себя, бабушка сидела рядом и читала газету. Она увлеченно листала страницы, и вдруг я заметила статью о певице Анжелике. В ней говорилось, что она попала в аварию, и что ей тоже снился странный сон о ребенке. В этом сне она якобы увидела малыша и была уверена, что у нее будет сын. После этого она попала в аварию, а потом действительно родился мальчик. Читая это, я почувствовала, как по спине пробежал холод, но страшное было впереди. Через неделю мой брат попал в серьезную аварию. Это было слишком много совпадений. Я не могла забыть тот сон и все, что с ним было связано. У меня как-то везет на младенцев, которые исчезают. Я просто в шоке. Но, больница — зловещее место. Ну, в плане вот, когда там остаешься один, и ночью, я помню, у нас выходили, и там был такой почему-то такой тусклый дежурный свет на ночь оставляли, и он такой еле заметный, желтого цвета, такой очень теплого цвета свет был. И когда уходили медсестры там на ночь, не знаю, в подсобку к себе, то мы обычно носились туда-сюда по палатам, но само ощущение вот быть в больнице ночью очень страшное. Да, я примерно представляю, какие больницы могут быть. Да. То есть в основном это государственные, похожие больше на такое что-то советское, наверное, да? И поэтому от этого становится еще жутче. Потому что я тоже лежала с аппендиксом в детстве, и тоже дежурный свет, и палаты старенькие. Ну, в общем, желаю всем здоровья, чтобы никто не попадал в больницы и, к несчастью, не видел ни дедов, ни младенцев. Вот. Да. Всем спасибо за просмотр, ребята, также за ваши истории. Мне показалось, что выпуск действительно был жутким и страшным. Да. Еще раз, пожалуйста, напишите ваши истории, если они таковые имеются. Люди, которые работают в морге, вы всегда welcome в нашей студии. Пишите, пожалуйста, в личку Мискузи Бол, чтобы мы вас там не потеряли. И оставляйте комментарии, оставляйте лайки, репосты, смотрите это видео вместе со своими друзьями. Я знаю, что так делают люди. И всего вам хорошего. Да. Спокойной ночи. Да, не болейте. Всем пока. Пока.